Всем привет, с вами канал Coco Life. Что ж, привет, Coco Life. И сегодня у нас будет особенный выпуск про личность Зеленского. Каким он был в детстве человеком и также какие ценности он имеет сейчас. Знаете, не так давно я выставлял разные посты у себя на странице. Конечно, невольно сейчас постоянно смотрю видео выступления Зеленского перед разными парламентами. И недавно мне пришло такое осознание вообще, что отличает личность президента Украины от двух других президентов Российской Федерации и Беларуси. И в тот момент я понял, что у президента Украины есть семья. То есть именно благодаря семье он сохраняет в себе человеческие качества, он сохраняет в себе качество родителя. Именно благодаря семье он понимает, что такое любить того, кто слабее, любить того, кто тебя меньше. Именно благодаря семье он учится договариваться, учится выстраивать дипломатические отношения. Потому что именно в семье вообще взращивается родительское сердце. И видно, что сейчас президент Зеленский относится к своей стране как к собственному дому, а к народу как к своим собственным детям. И некоторые факты, которые, возможно, как сформировали такую личность, нужно искать в его детстве, в его родителях, которые наполнили его любовью, и в его собственной семье, в его супруге, в его детях, которые также стали частью личности президента и которые сейчас помогают в это нелегкое время. Говоря о семейных ценностях, мы сегодня охватим несколько аспектов жизни. Это и детство, то есть семейные ценности, которые были в кругу семьи, когда он был ребенком. Также семейные ценности подобно коллективу, то есть там тоже прослеживается такая связь интересная. И также семейные ценности, которые заложены уже непосредственно сейчас, которые есть сейчас, то есть жена и семья. Семья жила в 95-м квартале в Кривом Роге. Думаю, сейчас все поняли, почему проект «95-й квартал», который был создан позже, назывался именно так. Основные черты характера перенял у отца. Это такой принципиальный, жесткий характер, так как отзывались о нем сотрудники в университете, когда он работал, то, что он был очень порядочным и не брал взяток. Поэтому, в общем, компания Зеленского, как его характер и такая душа, которая была вложена в всю компанию президентскую, она была больше такая человечная. И тоже был такой момент, говорили, что наконец-то в политику пришел не политик, а человек. Если говорить о том, как Владимир Зеленский познакомился со своей супругой, то они еще познакомились в школьное время. То есть эти отношения не выстраивались долго и глубоко. И есть одно очень, трогательное видео, то есть такое глубокое видео, это интервью Зеленского у Гордона, где он рассказывает о том, как он стал участником процесса рождения собственного ребенка. И в тот момент он увидел глубочайшую связь между матерью и ребенком. В тот момент он увидел, сколько нужно усилий приложить матери, чтобы появилась новая жизнь. В тот момент он сказал о том, что он не просто как полюбил свою жену, он начал уважать ее. Поэтому я думаю, что такие моменты, они меняют людей, они меняют мужчин, они делают их более человечными, более сердечными. Был такой момент, читали в интервью, его спросили, где же вы находите друзей вне профессии. Ответ был таков: мои друзья и единомышленники – это моя команда, мне достаточно. То есть тоже такой момент, что с ребятами, с командой, с которой они строили основу, корень 95-го квартала, это, можно сказать, практически самый успешный, один из самых успешных проектов, который поднял достаточно высокий уровень медиа Украины. Корень этой программы, он как раз таки заключался на взаимоотношениях, которые были построены еще с детства. То есть они учились вместе в садике, команда потом увеличивалась, вся в садике увеличивалась команда. Уже особенностью президентства Владимира Зеленского было то, что он сам как личность смог построить такой проект, в котором уже были заложены такие больше семейные, дружеские, братские отношения.
Вот, поэтому во время именно работы в 95-м квартале вот была заложена такая основа для того, чтобы иметь такое отношение, понимать, что такое нести ответственность за свою команду. И, соответственно, это вылилось в то, что Владимир Зеленский стал достаточно сильным и уверенным лидером вот во время военных действий, то есть такого сложного периода для Украины, и с тех пор держит Украину целостной и поддерживает ее дух. Вот, поэтому, да. Поэтому надеюсь, что остальные моменты и выводы к этому видео снимет Полина. Давай, Полина, я в тебя верю. Итак, первый момент. Каким был ребенком? Воспитывался достаточно строго, потому что какой-то влог получается. Влог семейных ценностей просто. В университете они были друзьями. Да что такое? Это, рассказ не про президента. Они были друзьями. Угу.